Казахи говорят, что Ташкент — это их город. Это потомки тех негров, которые попали сюда еще в те времена, в XIV-XV веке. Ташкент — единственное место в мире, где Белый дом находился на Красной площади. Откуда татары-то взялись? Ведь есть же узбеки абсолютно черные. Да. Но в Ташкенте смотреть нечего. Он въехал в Ташкент и не мог понять, это город или это парк. А почему выбрали Ташкент столицей? Потому что до этого уже был Самарканд. Кишлак около Хивы, где жили одни немцы. Центральную часть города надо сохранить. Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами замечательный, я считаю, выпуск. По крайней мере, пока я готовился, прожил очень много эмоций разных, в том числе и ностальгию, и какие-то переживания. Сегодня поговорим про Ташкент, который остался где-то, наверное, внутри у нас, в душе, про то, как он переживал, какие периоды были. И в гостях у нас человек, который слышит Ташкент, Борис Галендер. Историк, краевед, автор книги «Мои господа ташкентцы». Это для меня, на самом деле, была книга открытием, которая вот про события, людей, как раз-таки благодаря которым Ташкент стал, наверное, Ташкентом, который мы представляем, да? Спасибо, что пришли. Рад вас очень видеть. Вот. У вас есть классная цитата как раз из книги. Хотел бы с нее начать. Это «Я пишу не о знаменитых, я пишу от достойных». Вот достойный человек — это кто? Ну, это люди, которые оставили след в истории города, в истории страны, в истории мира, может быть. И они, в общем-то, и создают все, потому что город – это люди. И люди разные. Как вы знаете, Ташкент, он такой большой, такой многонациональный. Его строили десятки тысяч самых разных людей, и разных национальностей, и разных убеждений. Да и время тоже у Ташкента было большое для строительства, ему 2500 лет. И за это время здесь прошло на сцене жизни огромное число замечательных людей. Некоторых мы помним, некоторых нет. Вот я хотел, чтобы в жителях нашего города, в моих земляках, в моих согражданах пробудился интерес к прошлому Ташкента. Потому что есть такое, в общем, неправильное убеждение, что в Ташкенте смотреть нечего. Все едут смотреть наши исторические города: Самарканд, Бухару, Хиву, забывая, что Ташкент на том же самом уровне. К сожалению, время его потрепало очень сильно, и время это было на наших глазах. Многие такие выдающиеся события, переломы в истории Ташкента мы увидели собственными глазами, да и видим сегодня, я бы сказал. И он меняется все время, но здесь я бы отметил, что города должны жить. Вот Венеция, да, замечательный город, который невозможно восстановить. Он доживает свой век, и сделать с этим ничего нельзя. А город, который меняется, который живет, он будет вечен. Вот Ташкент все время жил, и вы знаете, каждые 50 лет, может быть, ну точно нельзя дату указать, он становится совершенно другим, оставаясь в то же время Ташкентом. И вот я хотел пробудить в читателях и в зрителях, наверное, тоже, потому что по некоторым из произведений фильмы созданы, пробудить интерес в людях к этому нашему удивительному прошлому, потому что мы идем по городу и не замечаем, везде рассыпаны, драгоценные камни прошлого, только надо их увидеть, услышать и понять. Вот для этого, собственно, я и взялся за перо. Ну, это реально так, потому что, когда я готовился к подкасту, я, если честно, просто офигел, у меня просто другого слова нет, про то, как, оказывается, много всего и до сих пор сохранилось. А вот как звучал Ташкент, когда вот вы ребенком были? Вы говорите, он постоянно менялся? Ну, он был, конечно,
в какой-то определенной стадии своей жизни. Я не застал того патриархального Ташкента, который был до революции, к сожалению, конечно, а может, к радости, может, я тогда бы не дожил до нашего времени. Но я застал Ташкент до землетрясения между двух событий, скажем, Великой войны и Ташкентского землетрясения. И он был очень своеобразный. Вы знаете, он был похож на курортные города нашей бывшей гигантской страны, потому что, как написала одна писательница, потому что юг, потому что зелень, потому что люди южные и говор другой, иностранный, да, или русские говорят, как ленинградцы, вот так нас всегда почуют этим выражением, потому что действительно русский язык Ташкента – это язык петербургский, конечно. Вот. И это все вот бросалось в глаза. Можно было по городу пройти и нигде не попасть на солнце. Особенно это важно было в летние месяцы. Кроны деревьев смыкались над улицами. Не выходя из вот этого зеленого коридора, можно было пройти весь город. Как старый, так и новый. В старом меньше, конечно, зелени было традиционно, а новый город, европейский Ташкент, он был зеленый. Вы знаете, я с удивлением прочитал в одной книжке, это мемуары великого нашего географа Петра Семенова Тяньшанского. Он впервые в Ташкент попал где-то в 70-е, наверное, 80-е годы XIX века. И он пишет в мемуарах своих: «Я не увидел города, я увидел сад». Он въехал в Ташкент и не мог понять, это город или это парк. И это было, смотрите, как давно, уже второе столетие. И вот это бы, конечно, хотелось бы сохранить до нашего времени. Увы, не всегда получается. Согласен. У вас в книге очень мне понравилось выражение. Вы говорили, вы называли жителей города господа ташкентцы. И у вас есть цитата: «Сапожник был господином, учитель как старший брат, старик как свидетель вечности». Почему вы называли их господа? Ну, вы знаете, я их не просто так называл. Во-первых, это уважение. Уважение к людям, которые что-то сделали для города. А таких, вы знаете, очень много было. А во-вторых, совершенно несправедливо наш желчный классик XIX века Салтыков-Щедрин, такой человек скользкий, я бы сказал, вот, он озаглавил одно свое критическо-сатирическое произведение «Господа ташкентцы». Сам он никогда не был в Туркестане и в Ташкенте никогда не был. Он придумал это название, но оно стало нарицательным в конце XIX века. И даже Дмитрий Минаев был такой поэт-сатирик, ныне совсем забытый. Он даже, у него есть в одном стихотворении такое выражение: там поставят большой монумент, монументов всех выше и краше, и в один колоссальный Ташкент превратится Отечество наше. Это он имел в виду Россию царскую, и, конечно, в отрицательном смысле. Так вот это вот слово «господа ташкентцы» стало идиоматическим выражением, до революции еще, конечно, благодаря недоброй славе Салтыкова-Щедрина. Я решил перебить это, назвать это «мои господа ташкентцы». Вот они такие, не такие, как у Салтыкова-Щедрина, а вот такие, как в этой книге. Кстати, у книги есть продолжение. В этом городе камня и солнца это тоже о Ташкенте, но уже о других людях и о других событиях, но все равно в таком же ключе, и даже оформлено, этот томик оформлен был точно так же. И самое удивительное, мне в голову пришли стихи моего товарища, замечательного писателя, он долгое время руководил нашим толстым журналом Союза писателей «Звезда Востока». Это Коля, Николай Николаевич Красильников. И он в одном из стихотворений, посвященных, между прочим, нашему ташкентскому художнику Александру Николаевичу Волкову, и стихотворение такое литературное название имеет «Волшебник изумрудного города». Но никакого отношения к англосаксам это не имеет. И вообще это стихотворение не о Волкове, а о нас. И вот оттуда я взял одну строчку для названия своей книги «В этом городе камня и солнца». И если мне будет позволено, я это стихотворение вам прочитаю. Давайте. Коля написал его уже в конце жизни, к сожалению, его нет теперь среди живых. И вот как оно звучит. «В этом дивном городе
камня и солнца, аистов и минаретов, где волшебные краски мешает на палитре художник лета. Закрываю глаза и вижу в изумрудно-опаловых бликах на камнях Бешагача знойных человека в белой тунике у мольберта, где водоносы на богов Эллады похожи, а вокруг мальчишки горланят: «Нарисуй меня, дяденька, тоже». Я стою среди тех мальчишек, загорелый и босоногий, и таращу глаза удивленно. Разве я Анварка, боги? Много лет с той поры промчалось, только я никогда не забуду, как волшебник в синем берете рассыпал по камням изумруды. И с мольберта сходили, как боги, гончары, водоносы, дети в этом дивном городе камня и солнца, самом лучшем на белом свете. Вау, Вот классно. почему эта книга, это третья, кстати, моя книга, Мгм. называется «В этом городе камня и солнца». Браво. А, Оказывается, к моему стыду, Ташкент переживал очень много разных эпох, и я бы хотел начать именно с эпохи Чор-Хакимов, когда Ташкент, оказывается, был прям как отдельным государством, и он был разделен среди 4 хакимов, и они вместе управляли этим всем, ну и потом объединились. Можете немножечко рассказать про Да, этот да, да, период это и очень какие это были важно. районы? Это важный очень период, о нем мало пишут, потому что это и сегодня играет роль для жизни города. Последние несколько столетий Ташкент был купеческой Мгм. республикой. Именно республикой купеческой, а не ханством, не эмиратом, потому что он находился где-то на окраине всего Туркестана, и в сфере деятельности бухарских ханов, хивинских ханов, каканских, других владетелей, он вроде как далеко был. Мгм. И поскольку он торговал, и очень здорово торговал, потому что, как теперь уже установил, можно сказать, академик Эдуард Васильевич Артвеладзе, Великий Шелковый путь после географических открытий превратился в Великий Индийский путь. И западные страны при посредстве России через Ташкент торговали с Индией. То есть по широтному направлению не ходили, а ходили по меридиональному. И ближайший путь из России, из русского государства в Среднюю Азию и в Индию ушел через Ташкент, напрямую через казахские степи, Мгм. от города Троицка в Ташкент. И купцы, которые, в общем-то, на этом очень здорово зарабатывали, ташкентские купцы, они и раньше торговали по Великому Шелковому пути, но сегодня они приобрели еще большее влияние. И вот они и стали руководителями этого города, выборные аксакалы, которых называли хакимами. Мгм. Их 4 было, поскольку 4 куска было у города, я говорю куска, а вообще правильно сказать Даха, Мгм. это такой район большой, примерно 70 махалей. И они соответствовали сторонам горизонта: север, юг, запад, восток. Названия их сохранились, некоторые даже названия и теперь бытуют. Это Сибзар, это Кукча, это Бишагач и это Шихантаур. И вот эти 4 хакима вместе, конечно, с главным караван-баши, то есть Мгм. главным купцом, который командовал прохождением караваном, и главным судьей, который назывался Казыкален, они составляли городской совет. То есть Ташкент в нашем представлении того времени был нечто вроде Венеции, да, или господина Великого Новгорода, Мгм. где купцы командовали, а не князья, или дожи венецианские, да, это выборные тоже деятели, или Генуя, скажем, или город Гамбург. Это такие купеческие республики, в Средневековье очень распространенно это было. Но вот Мгм. у нас только случилась одна, Ташкент. И вы знаете, в это время же все в основном строилось, вот то, что мы смотрим сегодня и называем памятниками средневековой архитектуры. Это же либо подправлялось, ремонтировалось, либо заново строилось. Я даже большую работу на этот счет написал в «Звезде Востока», Я опубликованную. вот читал как Да. раз. И вот как раз и это очень важно для нас сегодняшних, скажем,
показывающих туристам наш город, потому что это все достижения ташкентцев. И очень мало тут что известно, потому что со стороны приглашали конницу. Она, как правило, была из Казахстана, потому что султаны казахские имели много лошадей, Мгм. а в городе столько не было. А пехота наша, которая очень интересно называлась, черные котлы, караказаны, Мгм. они набирались вот этими хакимами. И благополучно это существовало до Каканского завоевания, то есть до 1811 года, 10-11 год, каканские ханы захватили Ташкент и уничтожили эту вольницу, я бы так сказал. Так что это очень важный период в истории Ташкента. До этого он тоже был крупным городом, самостоятельным государством. Весь XVI век – это шейбанидский Ташкент во главе знаменитой династии Суйнюч-Хаджи. Мгм. Это тоже был человек, дядя Шейбани-хана, известного очень, человека, который 32 узбекских рода привел сюда, в Узбекистан. И он был по материнской линии потомок Амира Тимура. Его матерью была дочь Улугбека Рабия, Мгм. а он потом стал султаном Ташкента. И эта династия правила Ташкентом, ну, почти до конца XVI века. То есть целое столетие. Тоже от этого времени остались и памятники старины в Ташкенте. Очень важные, кстати говоря, для нашего сегодняшнего времени. Об этом можно много говорить. А где их можно посмотреть Ну, в сегодня? Ташкенте, в старом городе. В старом городе? Конечно, на экскурсиях мы показываем. Есть много объектов. Они кажутся нам вроде такими Да. скромными, но они имеют определенную архитектурную особенность. И они не похожи ни на Самарканд, ни на Бухару, ни на Каканд, ни на Хиву. Меня знаете, какой факт больше всего удивил? О том, что в это время как раз-таки было большое селение татар, которые жили вот где сегодня Южный вокзал, Ну, их два да, селения было. и Большое, да, Чаланзар. большое там, на Чаланзаре Да, второе. да, 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 да. И прославились они очень здорово. Не знаю, в этой или книжке, в одной из моих книжек о нем есть. Хайрабад Ишан, он Да. похоронен на Чаланзаре, и там мавзолей его есть. А это был непростой человек, глава татарской общины. А откуда татары-то взялись? Они же принимали участие вот в этой Торговля. индийской торговли из России, потому что город Троицк, Мгм. последний пункт на территории российского государства, это была вотчина татар, сибирских в данном случае, не казанских, конечно. И вот они переселились в конце 17 века сюда, получили землю. Так этот Хайрабад Ишан прославился совсем другим. Он перевел великую поэму «Месневи». Это всемирно Мгм. известный Шекспир Востока, Джалалиддин Руми, Руми. который жил в городе Конье. И он перевел на староузбекский, на тюрки, эту поэму. Она же написана вообще-то на персидском языке Да. и широко применяется дервишами разных орденов. И вот за ним числится такое большое участие в литературной жизни. Мавзолей его находится на 11 квартале. Мгм. То есть он Можно пойти существует и посмотреть, да? сегодня, да, он существует и Класс, сегодня. класс. Вы вспоминаете в книге про Арык, табуретку, окно, где шел разговор. Дом был не крепостью, он был частью улицы. Вот расскажите про этот период немножко, потому что у вас даже есть цитата: «Мы жили окнами наружу». Это была не защита от мира, а наоборот соединение с ними. И я тоже на самом деле помню эти времена, хотя я достаточно там молод и был, наверное, маленьким, но я помню, что вот эти вот открытые окна, когда люди в них общались. Вот расскажите немножко про этот период, пожалуйста. Ну, это уже 20 век, Да. потому что даже даты существуют, когда Ташкент стал обзаводиться решетками на окнах, и когда стали закрываться двери наших дувалов, во внутренние помещения. Это произошло в конце 20-х годов, Мгм. когда был кризис уже в Советском Союзе, Ага. и перенаселенные южные города
покидали десятки тысяч людей, которые ехали в Ташкент, город хлебный. Он тогда получил вот это прозвище благодаря повести Александра Неверова. И, естественно, в Ташкенте появилось даже такое выражение «самарские». Это кто такие были? Это вот те самые бродяги, которые не имели ни паспортов и могли залезть благополучно в это окошко, совершенно открытое, как у нас было принято. И вот тогда появились решетки на окнах в Ташкенте, это 30-е годы, да, и двери стали закрываться на ключ. А до этого даже не было мысли об этом. То есть производители замков, они не пользовались особым, так сказать, пиететом, потому что им нечего было делать. Тогда давайте немножко на шаг назад вернемся. Когда Российская империя зашла, генерал Черняев, вот город, который, грубо говоря, был без начальника, потому что они же управляли его купцами. Ну, это не совсем правильно. Ага. В то время Ташкент уже принадлежал каканским ханам, Ага. и Ташкентом управлял наместник каканского хана, Ага. который назывался Беклярбек, Оу. бек над беками. Он назначался из Каканда, это был крупный военачальник. Вот таким военачальником на момент вхождения русских войск в Ташкент был Алимкул. Это генерал Датхо. В иерархии вот, Восточной армии Датхо – это генерал. А в то время правителем Каканда был маленький мальчик, султан Сеид. И он никакой роли не играл вообще. Ну, так получилось. Династия, вы знаете, как Да. всякое было. Бедные каканские ханы, из 27 ханов только 4, по-моему, кончили жизнь своей смертью. Все остальные в войнах междоусобных. Вот этот султан Сеид, конечно, он никакой роли не играл, а играл роль генерал, вот этот Алимкул, который и защищал Ташкент. Но на его несчастье его смертельно ранили в первом же поединке. То есть была вылазка из города, и войска конные выскочили в набег на нашу артиллерию, на русскую артиллерию, которая стояла в районе Дархана нынешнего. И он был смертельно ранен, по дороге в Ташкент он умер, не успел даже, так сказать, слово сказать. Его похоронили на Шихантаурском кладбище, а получилось безначалие. То есть у войск, которые охраняли Ташкент, это были каканские солдаты и офицеры, а у них начальника не оказалось. И они обратились тогда к бухарскому эмиру, который был союзником России и стоял со своими войсками на той стороне Сырдарьи, там, где теперь Чинаский мост. Та сторона Сырдарьи принадлежала Бухаре, а эта сторона принадлежала Каканскому ханству. И он ждал, чем кончится это вот завоевание, или не завоевание, нападение русских войск на Ташкент. И думал, что, возможно, Ташкент перейдет во владение Бухарского эмирата. Но к нему побежали за помощью, конечно, вот эти защитники Ташкента, но он потребовал выдачи хана, потому что хан в его глазах, каканский хан, был узурпатором, и выдали ташкентцы этого мальчика, его казнили на берегу Сырдарьи, а бухарцы послали защищать Ташкент отряд конный во главе с Искандербеком, по-моему. То есть это был афганский офицер на службе бухарского эмира. Ну и, в общем-то, они защищались очень плохо, потому что большинство каканских солдат начало дезертировать, и город был быстро взят. Ну и еще одна причина. А быстро это в источниках пишется за один 3 день? дня. Это 3 дня. очень быстро, потому что войск российских было очень мало. Там еще присутствовало 1000 казахской конницы, которая служила российскому государству. Вы, наверное, знаете, что казахские степи вошли в российское подданство раньше гораздо. Не все, но значительная часть северная. И, собственно, наших саперов, это инженерные войска, было всего около 4000 человек. А в городе было 30 000 войск каканских. И добровольцы еще были, которые хотели помогать защите. Ну, в общем, они разбежались. И за 3 дня город оказался... А почему, вы думаете, разбежать? А потому что ташкентцы их не поддерживали. Жители Ташкента, а тогда уже жило много
сотен тысяч здесь. Ну, примерно 300 тысяч человек жило в Ташкенте, мусульман, Это в 19 ташкентцев, да. Вот именно в этот момент, в 1965 году. И они были сторонники дружбы с Россией. Они же торговали Они потому что столетиями, торговали, они с да-да-да. этого имели, так сказать, все. А тут не стали иметь ничего. Почему? Потому что Хаканское ханство воевало с Россией. Мгм. И захватывала казахские земли все. Собственно, все казахские города – это хаканские крепости, Мгм. нынешние вот по югу. И естественно, что они не очень-то и это самое, значит, помогали своим, значит, вот этим вот воинам на стенах. Вот поэтому и все произошло. И вы знаете, очень интересную историю рассказывают о том, как генерал Михаил Григорьевич Черняев в сопровождении 2 ординарцев проехал по городу без всякой охраны после того, как город взяли. Он не боялся. Мало того, существует даже, не знаю, насколько они верные, что он даже парился в бане, Я потому тоже что слышал. жарко было, это было лето, они же стояли в осаждении города сначала. Жарко было, и он решил искупаться. А баня эта находилась на месте гостиницы «Чурсу». Вот. И не побоялся выпить, ему чай дали же, Мгм. и так далее. И в эту баню, значит, париться. И после этого ташкентцы вообще зауважали этого человека, и называли его львом, Мгм. шер, да. И, в общем-то, вышел тут же указ же. Указ вышел о том, чтобы жители города продолжали жить так, как они жили, соблюдая свои обычаи, шариат, ходили бы в мечети, торговали бы на базарах, никаких утеснений ему не будет. И даже войска, которые взяли Ташкент, русские войска, Мгм. они в городе не располагались. Их поставили в палатках около 12 тополей. На Будущей улице 12 тополей, улица Чемкенская там Мгм. дальше. Мгм. Вот в этом месте. И только генералу за один день построили домик. Глиняный, глинобитный, из нескольких комнат и тамбура для захода. Этот домик, как домик Петра, сохранялся до революции. Он находился там, где теперь скверик при Академии художеств, и где зал выставочной Академии Мгм. художеств. Мгм. Это был музей, потому что когда Черняев умер, он умер в конце XIX века, там организовали музей, связанный с его деятельностью, потому что он, кроме того, был еще и герой русско-турецкой войны. Мгм. Ему памятник стоял, трудно в это сейчас поверить, в Болгарии. Болгарии? Ну, потому что он охранял интересы Болгарии. Интересно. Ведь русско-турецкая война была из-за того, что турки напали на болгар. Это была такая, ну, славянская война, поэтому Мгм. Россия включилась. А генерал тайно бежал из России. Он же был направлен в отставку Мгм. и занимался журналистикой, то он в какой-то степени был мой коллега. Он купил газету, московскую газету «Вестник Европы». Мгм. Кстати, эта газета до сих пор существует, теперь уже Смотрите. возобновленная. И он там все время выступал со статьями о том, что, будучи гражданским уже, так сказать, генералом в отставке, значит, что вот это вот ход русских войск на Ташкент, он был важный очень для России, понимая, что надо вкладываться же сюда. И понятно, почему он защищал против противников. Противники англофилы. Они, значит, говорили, что не надо было туда соваться российским войскам, и тогда будет все в порядке, забывая о том, что англичане уже готовили походы. 3 афганские войны англичане продули, просто проиграли. И не смогли прорваться сюда, но направление было сюда. Мгм. И вот в противовес этому происходили походы России в эту сторону, на юг, Мгм. а не для того, чтобы колонизовать это место. Вот Потому это, что кстати, не было колонии никогда, Туркестан не был колонией, сюда вкладывали, вкладывали и вкладывали. Именно поэтому и люди замечательные здесь работали в дореволюционные времена, и ученые.
и врачи, и администраторы, и финансисты, и коммерсанты, и топографы, потому что надо было нанести на карту эту территорию, она же белые пятна Да. были. И этим, кстати, занимались многие выдающиеся русские, в частности, глава белого движения генерал Корнилов начинал свою службу в Ташкенте, и он здесь опубликовал главный труд свой «Кашгария», книга огромная, где он рассказывает о том, как он снимал на карту границу России и Китая в районе Кашгари, ну, это Синьцзянь-Уйгурский автономный район сейчас. Мгм. А кроме того, ухитрился в переодетом виде пробраться в Афганистан, и за что получил по службе выговор, потому что он не имел права так Мгм. рисковать, а он снял на планы пограничной крепости афганской. В то время афганцы выступали против России. Они не всегда выступали против России. Большую часть времени афганцы были наши друзья. Мгм. И вот генерал Корнилов, а тогда он был простой капитан, он занимался топографией границ, жил и работал в Ташкенте. Ну, например, и наш музей декоративно-прикладного искусства устроен в доме, который построил для себя Александр Половцов. А Половцов был то же самое, офицер генерального штаба, посланный сюда для съемки границ. Мгм. Некоторое время он до революции здесь работал, и он построил для себя удивительное совершенно строение, которое сегодня можно рассматривать как музей, потому что он напоминает дворец великого князя, а мастера, которые делали оформление, это те же самые мастера ташкентские, ганчкоры, каканские художники и так далее. Он хотел, чтобы дом его был восточного стиля. И этот восточный стиль до нашего времени сохранился. Там теперь музей декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Хр- Вот какие люди. Это же Мгм. почему они здесь работали? Потому что сюда людские ресурсы, денежные ресурсы, промышленные ресурсы, все Российская империя посылала. Вот И вы Туркестан Мгм. возник в то государство, в котором мы живем. Вот вы очень хорошие акценты поставили про то, что это реально было не колонизаторство, а это было именно стратегическое, как бы, Борьба с Англией, да, конечно. стратегическая борьба с Там Англией. же Индия И, близко. скорее всего, поэтому они очень так уважительно зашли в город и жили в Конечно. палатках, да? То есть, Конечно, конечно. И город-то строили рядом. да, Обратите вот, внимание, да, все узбекские города построены таким образом. Русская часть отдельно, да. новая, а азиатская часть отдельно. Вот. Это о чем говорит? Самарканд Мгм, такой же мгм. точно, такой же город Андижан, такой же город Наманган. Бухаре тоже Мгм. новая часть построена уже в 20 веке. И это все не случайно. Это потому, что была такова политика государства. Потому что те подданные, которые стали теперь российскими подданными, были чрезвычайно важны Мгм. для империи. Наша империя, вот эта российская, она была многонациональной. Вот здесь надо еще поставить один акцент, об этом мне почти не говорят. Ведь наши узбекские ханства, они ведь тоже были многонациональные. Да. А как-то кажется, что они вроде как моно, да? Ничего подобного. Вот смотрите, в Бухаре, Бухарский Эмират, ну, во-первых, там жили в значительном количестве арабы. Мгм. И даже есть кварталы арабон. В Бухаре они до сих пор, арабы, занимались каракулеводством. Мгм. Самые богатые бухарцы были родом арабы, которые переселились, значит, из этой самой Саудовской Аравии либо во времена завоевания арабского, то есть совсем давно, либо во времена Амира Тимура для усиления. Дальше. В Бухаре существовали должности государственные, в которых могли участвовать только вольноотпущенники, то есть иранцы, то есть рабы, Мгм. которых купили у туркмен и отпустили на волю. И вот целый перечень существовал. Ну, например, генералами Бухарского Эмирата не могли быть иранцы, только узбеки. А вот, например, главным министром Диван-беги мог быть только вольноотпущенник. Мгм. И это не случайно. А государственным языком Бухарского Эмирата был персидский, хотя глава Эмирата, то есть все эмиры были мангиты, то есть натуральные узбеки. Или, скажем, Каканское ханство, Мгм. оно то же самое. Там кипчаки жили.
Там значительная часть казахов жила. Уйгуры, которые бежали из Китая еще в XVIII веке и вокруг городов жили, каканских. Так и Кашгарка ташкентская появилась. Ташкент же был каканским городом в XIX веке. А уйгуры, которые бежали из Китая, им негде было селиться в городе, им давали землю около города. Вот Кашгарка около старого города, пожалуйста. А в Казахстане их таранчи называли. Это тоже мусульмане, уйгуры. Они составляли часть населения Каканского ханства. Но в Каканском ханстве государственным языком был староузбекский. А в Хиве значительную часть составляли туркмены. И вся армия хивинских ханов состояла из, значит, човдоров, и второе племя еще какое было. Всего 3. 7 родов. Я не подскажу у точно. туркмен 7 родов. И вот некоторые из них были подданными хивинских ханов. То есть многонациональные Ну да, на самом деле Да, даже... немцы жили в Хиве. Немцы-менониты, которые скрывались из России, потому что они не хотели служить в армии. А в Хивене их никто не призывал. И Акмечеть такая был, колония, нельзя сказать, кишлак около Хивы, где жили одни немцы. Вот вам, пожалуйста, эти национальные, мононациональные государства. То есть жизнь вот среди разных людей в Ташкенте, и не только в Ташкенте, во всем Узбекистане, была обычной на протяжении столетий. Возьмите Самарканд, я очень горжусь Самаркандом, например. Самаркандцы – это кто такие? Это потомки людей всего мира, которых свез Амир Тимур в Самарканд. Людей, которые умели что-то делать, ремесленники, математики, я не знаю, строители, военные. Они же самых разных национальностей были, видимо, и черные были среди них, и желтые, какие хотите. Ведь есть же узбеки абсолютно черные. Да. Это потомки тех негров, которые попали сюда еще в те времена, в XIV-XV веке. И они никуда же не делись. Их потомки – это и есть самаркандцы, нынешние. Поэтому Самарканд – это такой мировой город, да? Город мира. Говорят, Самарканд – Руизаминаст. Лик мира на самаркандском диалекте. А в Самарканде говорят на самаркандском языке. Это не узбекский язык. Не таджикский? И не таджикский. Это диалект персидского языка. Но близкий, конечно, таджикскому, как и персидский. А вот расскажите, новый город в те времена, он откуда начал застраиваться? Он начал с того домика Черняева застраиваться, который в парке. Этот домик построили за один день. Солдаты. 17 июня 1865 года. Ну, его сохраняли до революции. Потом большевики, как это, значит, признак империи уничтожили, так же, как памятники нашим выдающимся людям по всей стране ломали, и в том числе и в Ташкенте. Вот оттуда началось. И вокруг было несколько русских кварталов. Теперь эти кварталы – это не что иное, как парк «Голубые купола». Да вы что? Вот это была такая прямоугольная планировка. И названия-то улиц там были. Улица 12 тополей, улица Чемкенская, улица Бухарская, улица Мервская и так далее. Это в честь завоевания разных городов в самом начале. И, в общем, это была одноэтажная частная застройка. А там, где теперь правительство наше, где теперь наш президент, там построили резиденцию. Ну, сначала это был генерал, который командовал пограничной линией. Это был Дмитрий Ильич Романовский. В 1866 году это длинное здание Белого дома, он так назывался, обратите внимание, а площадь называлась Красная. Официальное дореволюционное название. Таким образом, Ташкент – единственное место в мире, где Белый дом находился на Красной площади. И то, и другое официальное название, причем дореволюционное. Так вот, этот Белый дом все время достраивали, перестраивали, но он был такой без архитектуры. Весь одноэтажный, но там масса помещений. Была и оранжерея была, и сад был. Вот этот парк, который потом назывался парком Гагарина, это же сад при доме генерал-губернатора, а потом ставший ботаническим садом. Только в 1956 году, когда ботаническому саду передали ту территорию, где он сейчас находится,
улица Джаханабидовой, по-моему, Мгм. тогда называлась. Вот. А тогда этот парк превратили в сквер такой, да. А до этого это был ботанический сад. И неудивительно, что там и до сих пор попадаются какие-то экзотические деревья, которые там посажены и до сих пор живут. У вас есть выпуск, где вы очень вкусно стоите на сквере, сейчас современном, и рассказываете как раз-таки про юридический университет, который бывшая гимназия, и вот вокруг здания и дома, и даже вы рассказывали про то, что на самом кругу, где вот сейчас памятник Амиру Тимуру, там были кафе для Союза писателей и так далее. Вот можете немножечко про наш сквер вот это Ну, не для рассказать? Союза писать, кафе были для всех. Ну, они там сидели, я имею в виду, Ну, очень часто конечно, вот есть даже снимок у меня один, мы можем его прикрепить, да. увидеть. Это кафе «Снежок». Ага. Маленькое такое детское кафе, прямо в центре, ну, рядышком с центром сквера. Знаменитое в мое время тем, что там впервые стали делать молочный коктейль. Мгм. Невидаль какая была, да, в то время впервые. Вот. А кроме того, там шампанское подавали. И мужчины, гуляющие с детьми, освободили матерей на выходной, они с большим удовольствием возили детей в это мороженое, кафе «Мороженое Снежок», потому что Мгм. там наливали шампанское, а дети кушают мороженое, всем хорошо. Вот это кафе «Снежок». Или другое кафе, которое построили в очень плохом месте, я бы сказал, там был похоронен наш первый генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман. Но Мгм. могилу его перенесли в 1888 году, а на этом месте был поставлен знак, что вот здесь была могила первого генерал-губернатора. Первый, пожалуй, памятник в Ташкенте, потому что памятников никаких тогда в городе еще не было. Ну, а потом на этом месте построили кафе «Дружба». Мгм. Молодежное кафе «Дружба». Стекляшка такая, да. Мгм. Вот. Ну, хорошее кафе, потому что единственное молодежное. И в то время стиляги, это было еще 50-е годы, в зеленых штанах, набриолиненными волосами. Они Мгм. собирались в этом месте и, в общем, получали какой-то отзвук. Правда, их добровольная народная милиция гнала оттуда, Мгм. дружина. И там родился узбекский джаз. Первые джазмены, которые работали в Ташкенте, работали в этом ресторане «Дружба». Мгм. И тогда из Китая в Ташкент приехали очень многие потомки белоэмигрантов. После Великой Отечественной войны им разрешили из Шанхая, из Харбина. Это такие русские общины большие там были. Но Мгм. уже самих-то действующих лиц того времени уже не дожили они, а дети их, они хотели вернуться на родину. И после Великой Отечественной войны им разрешили. Но не в центральных городах, а в Ташкенте можно было. Вот тогда приехал Коптевский, знаменитый трубач. Это такой Армстронг шанхайский был. И он как раз вот был одним из руководителей первого джаза в Ташкенте. Это особая музыка, и Мгм. она, слава богу, у нас существует. И ташкентцы имеют прямое отношение к этому делу. И первый большой джаз-оркестр – это же оркестр Батыра Закирова. Мгм. И первый мюзик-холл, который узбекский был создан, это опять ташкентцы, это опять Батыр. Мгм. Весь Советский Союз объехал этот мюзик-холл, прославляя узбекское искусство. А ведь до этих событий фактически эстрадной музыки у народа не было. Были народные песни, были какие-то патриотические. А вот то, что мы понимаем под эстрадой, не было вообще. Первым это дело завел Батыр Каримович Закиров. Уроженец Ташкента, между прочим, великий певец. Не просто, недаром ему памятник поставили Мгм. совсем недавно, как поздно. При жизни можно было ему ставить. А вот какие здания сохранились с тех времен сейчас у нас Многие на сохранились. сквере, которые... Ну, из тех, которые стоят на сквере, это, конечно, прежде всего Ташкентское отделение Императорского государственного банка, Мгм. 1895 год. Он и сейчас как банк работает. Да, СКВ, да, СКВ, да. Стройбанк. И Да-да-да. там музей банков есть на втором Мгм. этаже. Вот он полностью сохранился. Строил его Вильгельм Гинцельман в очень характерном стиле. Вот в таком стиле и построены были основные все здания Ташкента. Мгм. Второе такое же здание – это, конечно, корпуса ташкентских гимназий.
Значит, ну, теперь это все юридический Мгм. университет. А когда-то, значит, если смотреть на Бродвей наш, то с левой стороны, из сквера на Бродвей, с левой стороны женская гимназия, Это если на справа них мужская. смотреть. Если на Но них если смотреть на Бродвей, да, Ага. на Бродвей встал и смотришь, вот, из сквера. С левой стороны женская, с правой мужская. Ага. Замечательные здания. Они были первоначально трехчастные, двухэтажные, и строили их, неправильные даты стоят вот на мемориальной доске. В 82 году заработала женская гимназия, в Мгм. 83-м, 1800, мужская. Мужская чуть позже. Строили военные инженеры и техники в то время, потому что рядом штаб находился Мгм. Туркестанского округа, от него следов не осталось. Вот их потом соединили, эти Мостиком, да? трехчастные, да, одноэтажными галереями. Потом эти галереи, это видно все, когда мы посмотрим на эти здания, как поэтапно они росли. А наконец, в советское время, когда там уже университет работал, разные факультеты, третий этаж достроили, уже тяп-ляп, откровенно говоря, потому что видно, что кладка третьего этажа, ну, совсем не похожа на первые два. И часть женской гимназии осталась такой, какая она была, нетронутая. У нее не все 3 этажа есть. Так что это, в общем, вот здание того времени. К сожалению, не сохранилась туркестанская учительская семинария. Она находилась там, где теперь, ну, теперь такое смутное здание гостиницы Хакимията, а до этого там было Ташкентский дом техники, если кто-то помнит это дело. Потому что в церкви, этой домовой церкви, этой семинарии был зал заседаний Дома техники. Я сам лично неоднократно там выступал с докладами, потому что это было такое городское учреждение научно-техническое, и там зал был, купола сняли, но кресты в стенах еще оставались выложены. А рядом находилось городское отделение здравоохранения, Ташгорздрав. Мгм. Вот в самой гимназии. А гимназия была еще больше, она занимала весь квартал. Там была учебная школа, где гимназисты учились преподавать. Там были, конечно, ну, их жилье, потому что семинария это была, жили семинаристы при семинарии. А теперь это целый квартал, его просто нету. А здание было очень интересное тоже. Его оно принадлежало частному лицу, и город выкупил его, потому что место такое хорошее, а принадлежало полковнику Терейковскому. Мгм. Вы еще рассказывали, там было здание, его тоже, к сожалению, не осталось, с очень красивой архитектурой. Это был бизнесмен местный, который, по-моему, ткачеством занимался. И вот, Зальм. да. Да, это в этом доме находилось, по-моему, общежитие для слабовидящих детей, Мгм. вот в наше время, перед землетрясением. Да-да-да, это частный дом, очень интересной постройки. Господин Зальм, Луи Зальм, он был подданный Бельгии, организовал в Ташкенте первое современное текстильное Да, предприятие, текстильщик, которое да-да. называлось «Красная заря» в Мгм. советское время, а потом «Кызылтом», а теперь, по-моему, его уже нет вообще. Они шили очень хорошие пальто, костюмы и так далее. И вот он владелец, и он купил землю на сквере и построил рядом с банком очень симпатичное здание с флагом. Там башенка была наверху, и железный флаг с датой. Вот дату не помню, я 1800 Мгм. какой-то год, по-моему, тоже был. Как два этих мира уживались, старый город и новый город? Потому что новый Знаете, город, он... отлично Да? уживались, хотя попортить эти отношения пытались очень многие, и в большевистские времена, и в Мгм. наши тоже. Прекрасно уживались. Бежали сюда смотреть новости. Вот Мгм. когда пишут, да, что вот не пускали местных жителей в парки, неправда это. Рамазан праздновали в парке Горького. Он не парк Горького, это был городской сад, Мгм. главный сад Ташкента. И у меня есть объявление газет того времени, где Мгм. написано, что вот праздничные гуляния, связанные с Рамазаном,
национальные, узбекские, не русские, Мгм. будут проходить в этом парке, например. Или кино. Первое кино, которое в Ташкенте показали, это как вот этот самый кинофильм с улицы Капуцинов. Да, «Человек с улицы Капуцинов». Есть такой. Мгм. Там знаменитые актеры играют. В Америке действие происходит, и один любитель кино киноаппарат привозил ковбоям, и они смотрели вот это вот. Вот то же самое было в Ташкенте. Еще 19 век, какие-то не сохранились, к сожалению, их имена. Привезли сюда киноаппарат, повесили простыни в городском саду и показывали прибытие поезда в Парижский вокзал. Самый первый фильм, снятый человечеством. Здесь, в Ташкенте. А первый кинематограф у нас построил великий князь для города и сдавал в наем. С каждого билета имел 10% для содержания дворца. А кинотеатр назывался «Зимняя Хива», а потом «Молодая гвардия». Мгм. А потом его не стало. На его месте лестница, фонтаны и, и ничего нет. Мгм. Там, кстати, тоже был прекрасный оркестр, который перед началом, в Ташкенте это было принято, все кинематографы имели свои оркестры, Перед и фильмом, да? перед началом сеанса они развлекали пришедшую публику, и даже цирковые артисты там выступали, и музыка, и все такое прочее. Для этого были специальные эстрады. Это Мгм. было и в кинотеатре «Зимняя Хива», она потом «Молодая гвардия» называлась. Или кинотеатр «Он Аполло» до революции назывался, а потом он стал называться Мгм. «Искра». И там это было. И знаменитая «Тридцатка», 30 лет комсомола она называлась, потом имени Машараба, а потом ее сломали. Это вообще здание общественного собрания ташкентского. Историческое, там чего только не происходило. Дом свободы потом он назывался и так далее. И там тоже была эстрада, и тоже выступали музыканты. То есть культура проникала даже Мгм. вот таким путем в среду нового города. А мусульмане сюда ходили толпами. Очень много интересного для них было. Для них новое было, новое. И такой знаменитый узбекский поэт Фуркат, Мгм. Закирджан Фуркат, который из Коканда сбежал, потому что там его преследовали. И он 2 года жил в Ташкенте в 1888 и 1889 году. Жил он в медресе Кукильдаш, в келье там. У него, видимо, знакомые были, у него своего жилета не было. Мгм. И очень интересовался всякими новостями, какие вот в европейском городе происходят. Он ходил, смотрел. Так он попал в мастерскую фотографа Дмитрия Назарова Да, и который увидел, что фотографии делает не человек, а сам световой луч. Следовательно, мусульманам можно фотографироваться. И он об этом написал на узбекском языке в газете. Тут Мгм. газета выходила на узбекском языке, в арабской графике. Значит, Туркестан Вилает газета «Си» называл. Он написал огромную статью об этом, как это действие происходит. И мусульмане побежали фотографироваться, потому что раньше они думали, что это рисуют, а Мгм. рисовать нельзя. Нельзя. Шариат запрещает. Или, скажем, он в театр пошел, увидел спектакль Александр Суворов. Ну, понятно, Александр Суворов о чем. Поэму написал Фуркат. Называется она «Александр Суворов», но там про Суворова ничего нет. Он рассказывает о том, как люди ведут себя в театре и что в театре происходит. В узбекских стихах, Мгм. которое тоже было тогда же опубликовано. И появился узбекский театр, потому что до этого театра не было. А тут появились пьесы, наконец. И следует вспомнить имена этих драматургов, ведь для того, чтобы поставить спектакль, надо пьесу, а Мгм. пьесы как таковой не было в узбекской литературе. Надо было или переделать, или что. И первый из них знаменитый Бехбуди, Махмуд Бехбуди, Мгм. ну, джадид, знаменитый джадид. Имя его носил город Карши, только очень короткое время. Потом, когда объявили джадидов врагами большевиков, ну, конечно, это название. Второй Хаджа Муин, замечательный самаркандец, который писал пьесы, и в Самарканде раньше стали ставить их на сцене на узбекском языке. А у нас Хамза. Уже сразу после революции он для фронтового театра написал «Бой Илах Измачи». Первый, а потом и знаменитые проделки Майсары. Уникальный спектакль, который весь целиком даже не сохранился. Мгм. Одного действия-то нету.
Оригинала нет, никто не знает, как заканчивал. Интересный Вот с этого начиналось все. И знаменосцем всего этого дела был, конечно, Ташкент. Конечно, Ташкент. Здесь появились любители этого. А русский театр работал здесь с 1868 года. Любительский сначала, а потом и профессиональный. А потом и первое театральное здание построили. Летний театр в Класс. парке. Класс. Вот, классное время, я прям очень интересно слушать. А вот с приходом именно Советского Союза, когда вот Тут тоже очень много такого, о чем не знаю, покажет вам ваша система или не покажет это. В Ташкенте советская власть была установлена раньше, чем в Петрограде. Об этом все молчат. Почему? А точно известна дата. 12 сентября, это день моего рождения. 12 сентября 1917 года в Ташкенте был выбран совет, Ташкентский совет, к которому перешла власть. Но совет был не большевистский. Ну, там большевики тоже входили, но входили и другие партии антиправительственные, в том числе эсеры, анархисты, меньшевики, все входили. А во главе стоял знаменитый востоковед, преподаватель Туркестанской учительской семинарии Владимир Наливкин. Автор первого учебника узбекского языка на русском, для русских, русских. И знаменитой книги «Быт узбекской женщины». Он для этого несколько лет жил в Кишлаке Наманганского уезда, и там изучал язык, потому что он прекрасно говорил же на этом языке, на манганском диалекте узбекского языка. Он был первый председатель Ташкентского совета, и он застрелился в октябре 1917 года. Не хотел работать с большевиками. Ну, разные причины называют. Вот. И совет, соответственно, имел власть в Ташкенте, и потом не только в Ташкенте, а всей туркестанской стране, наших 5 областей. Ну, в разной степени, конечно. А правительство центральное его не признало, этот совет, хотя он был эсеровский, а Керенский был эсер, вообще-то говоря. Но послали сюда, значит, военные силы, чтобы вернуть временному правительству власть над Туркестаном. Ну, тут двоевластие образовалось. Но советы работали. Когда революция происходила в Петрограде, у нас был совет, который управлял Ташкентом. А что изменилось вот тогда в Ташкенте? Да все изменилось, потому что, конечно, это было другое время, и надо иметь в виду, что в такой многонациональной стране, каким был Туркестан, вообще революцию было производить сложно. Революция – это же изменение, если так перевести это слово. Вот. Тут надо иметь в виду, что военнопленных очень много было здесь, в Ташкенте. И не только в Ташкенте, а в Самарканде и в Фергане еще. Значит, военнопленные Первой мировой войны, австро-венгерская армия в огромном количестве. Почти 200 тысяч человек. Это же очень много. Это военная сила. И они стали свободными, они в лагерях жили, правда, очень свободно жили. Лагеря были не такие, как потом, а тут были лагеря, что им даже копейки давали на самсу и на чай, когда они выходили в город погулять, военнопленные. Так вот, они же стали принимать участие тоже в событиях, и среди них были и сторонники большевистской власти, и противники, и монархисты, и они не могли выехать отсюда. Так же, как и белочехи, вы знаете, в России. Они же через Дальний Восток пытались попасть в свою родную Чехию, и ничего не получилось. С Колчаком тогда они поспорили где-то там дальше уже. Кто такие белочехи? Это тоже военнопленные, только они содержались в российских лагерях. А у нас здесь, вот в Туркестане, они принимали большое участие во всех революционных событиях. И тут очень долго шла гражданская война, в которой невозможно было понять, кто за кого. Вот многие думают, что фильм знаменитый «Белое солнце пустыни», он происходит во времена революции. А на самом деле эти события реально происходили перед Великой Отечественной войной в Туркмении. Ну, там видно берег Каспия, там знаменитый герой, который ложкой ест икру. Вот. И знаменитую песню поет. Это происходило недавно. Гражданская война продолжалась почти до Великой Отечественной. Почти. Потому что граница была очень плохо охраняемая, особенно вот в песках Туркмении. И со стороны Ирана
переходили группы вооруженных Джунаид-хана, он там вербовал, а это был диктатор Хивинский, который перехватил власть у хана во время революции, а потом он ушел в гражданскую войну. И они все время портили, так сказать, впечатление. Война продолжалась. В Фергане тоже в 1932 году только, ну не в Фергане, имеется в виду Алайская долина, Памир и так далее, ну южная часть. А там, когда Ибрагимбека поймали, и большевики его расстреляли, а Ибрагимбек был уполномоченный бухарского эмира. Он воевал на своей земле, вообще-то говоря, потому что нынешний Таджикистан – это Восточная Бухара, это территория Бухарского эмирата. А эмир, который уже в это время находился в Афганистане, он использовал все свои средства, какие у него были, какие ему помогал кто-то, на то, чтобы вооружать недовольных, и они проникали через границу сюда и воевали против большевиков. И эта гражданская война такая вялотекущая все время проходила здесь, долго, очень долго. Ее нельзя было потушить простым способом, и для этого много сделали дел. Но тут наступило самое печальное, об этом мы уже в начале нашей речи говорили. Наши республики стали колониями. Почему я так говорю? Потому что в 1929 году была достигнута так называемая хлопковая независимость. Это что значит? Это значит, мы стали столько производить хлопка, что не надо было его покупать за границей. А хлопок – это война, это порох. И руководство Советского Союза понимало, что тот, кто имеет хлопок в руках, тот значительно более жизнеспособен. И поэтому насаждали хлопок где только можно. В результате исказили всю экономику, всю жизнь. В конечном итоге эта хлопковая независимость повернулась, стали выкачивать средства, получается, из наших республик, из Узбекистана, там, где растет в Туркмении, Таджикистана, немножко в Казахстане и так далее. И вот это все, можно сказать, превратило эти земли, Среднюю Азию, в колонию Советского Союза. Но это произошло уже в 30-е годы, а там уже война. А почему выбрали Ташкент столицей? Потому что до этого уже был Самарканд? Нет, Самарканд столицей не был очень давно уже, к тому моменту. К тому моменту, когда выбрали Ташкент столицей, Самарканд был незначительный город совсем. Бухара была. Бухара. Бухара столицей была, конечно. И она была значительно больше, чем Самарканд. Самарканд пострадал за последние несколько столетий, и там и жителей было мало, и всего было мало. Кроме красивых руин, которые и сегодня мы рассматриваем. Вот. А Ташкент выбрал генерал Константин Петрович фон Кауфман, который посчитал, что это, ну, во-первых, это самый крупный город был во всей Средней Азии. И в те времена он был больше Коканда, больше Бухары. А почему? Потому что он торговый был, торговый, и он выгодно расположен. Он так расположен, что его не пройти. Обязательно в него надо зайти для того, чтобы попасть с севера на юг, с юга на север, с запада на восток и так далее. Потому что он так географически находится, около знаменитой переправы Ченасской. Ведь в то время имели значение переправы. Мостов не было. И большие какие-то грузы, массы невозможно было так просто. Нужны были переправы. А переправ было на Сырдарье всего две. Одна при входе в Ферганскую долину, а вторая около нас. 68 километров от Ташкента. А дальше же горы преграждают путь. Вот так они сходятся, а посередине знаменитый Тамерланов проход, вот этот вот, где течет Санзар и город Джизак. Вот, а тут высокие горы. Недавно только дорогу-то построили шоссейную в обход этого вот Тамерланового прохода. И то туда автобусы не пускают до сих пор, а только легковые ездят, потому что дорога сложная. Горы. А Нурата с той стороны еще более сложно. Пройти никак нельзя, только через Ташкент. Вот так вот. Знаете, интересные ходят, в основном это в интернете, то, что казахи говорят, что Ташкент — это их город. Есть ли какие-то исторические под это? Историю. Да. Или не хотят ее знать. Скорее всего, не хотят ее знать. А может, как вам сказать? Ну, я могу говорить только о своих убеждениях, которые родились на протяжении многих десятилетий при изучении истории нашего края. Значит, Ташкент, начнем не с этого, начнем с того, что у Казахстана
за всю историю было 4 столицы, Мгм. а Казахстан существует с 22 года, 1922 года, то есть 100 лет. За эти 100 лет было 4 столицы. Первая столица – город Оренбург, который вообще не казахский, да? Вторая столица – Кызылорда, Мгм. но это название современное, а вообще-то это город Перовск, который русские построили, никаких казаков там близко не было. Третий город – это Алма-Ата, вернее Верный, казачья станица, столица Семиреченского казачьего войска, построенная Колпаковским генералом в горах. А четвертое – это город Акмолинск, который потом стал Целиноградом, Мгм. потом он стал Астаной, потом Нур-Султаном, потом опять Астаной. Но там тоже, то есть у казахов не было городов. О чем это говорит? Значит, у них не было государства как такового. Когда сейчас говорят о казахских ханах, это все неправда. И очень легко проверить. Северные казахи, когда на них напали джунгары, это в начале XVIII века, они подались к России. Перешли в подданство России, явились к императору, ну, к самой императрице нет. Императрицей была тогда Анна Иоанновна. Это начало XVIII века. Приняли их в российское подданство. Но тут же оказалось, что эти подданные не контролируют никакой территории. Мгм. У них нет земли. Они кочевники. И этому императрица возмутилась этим. Как же так? Что мы присоединили, вообще говоря? Это о многом очень говорит. Поэтому трудно судить. Кроме того, ну, как называлась Республика Казахская, когда она была создана в 1922 году? Как? Официальное название – Киргиз-Кайсацкая автономная советская социалистическая республика. И входила в Ничего себе. состав РСФСР. Интересно. Киргиз-Кайсацкая. Это правильное название казахов. То есть у них даже имя поменялось на протяжении столетия. Какой же это может быть древний народ? Не может он быть древний. И городов он не имел. И так далее. Очень хорошо о них написали. Лучше всего есть в середине 19 века, когда Россия еще не была здесь ни одной ногой. Мгм. Такой ученый, географ Левшин, Мгм. он написал двухтомник среди киргиз-кайсацких орд и степей. Там он рассказывает о казахском народе, каким он был в середине XIX века. Мгм. Очень подробно. Класс. Прекрасная книга. Надо посмотреть. Есть еще один документ, я написал немец, на русский язык книга не переведена, Франц фон Шварц. Он 17 лет прожил в Ташкенте и был заведующим нашей метеорологической обсерватории. Ну, он был, его пригласил сам генерал-губернатор из Мюнхена, он занимался астрономией и так далее. И он написал большую книгу, называется она «Туркестан». 480 страниц. На немецком языке, в Гейдельберге, изданная в 1900 году. И там подробнейшим образом рассказано о народах, которые здесь жили, о казахах в особенности. Ну вот. И из этого следует, из того, что там написано, что казахи – это молодой совсем народ. Мгм. Он где-то в конце консолидовался, как народ, да, только в конце 17 века. К этому моменту Ташкент был знаменитым великим городом. Причем здесь казахи. А весь 16 век Ташкент был самостоятельным шейбанидским государством с династией. Потом предпоследний ташкентский султан стал хаканом шейбанидов, то есть он переехал в Самарканд Мгм. и стал главой всех феодалов, которые шейбанидское государство, оно состояло из нескольких территорий полусамостоятельных таких, но они все были родственники ближайшие. У Ташкента был... Ташкент был отдельное владение, причем простиралось его владение от Аральского моря до Джамбула, то есть теперь это Тарас, Мгм. и до переправы Сардаринской, вот нынешний город Мгм. Чинас. Понял. Половина гор вот этих. Это ташкентское владение. Это было и раньше. Мгм. Ведь Ташкент был основан-то... Мусульманский Ташкент был основан в 819 году. То есть почти, получается, 1200 лет тому назад. Как уже в старом городе.
Вот этот город. Мгм. А до этого был еще Ташкент, он только в археологии. Ну да, Шаш. Шаш, да, или Да-да. Чача. Шаш – это арабское Ага. произношение. А вообще Чач он назывался. Это был крупнейший город Кангюи, а Кангюи – это конгломерат 5 государств, в число которых входил и Хорезм. Чач был отдельный. Тюрки здесь появились, предки узбеков, да, будем говорить, настоящие Мгм. предки настоящих узбеков. Они появились здесь только в 605 году, когда перехватили власть над Ташкентом. Царем Ташкента стал тюрок, а до этого были местные правители, они сагдийцы были. Мгм. Говорили на сагдийском языке, то есть это протоиранский язык. А стали говорить по-тюркски, то есть на тюрки, то есть предок узбекского языка. И это было в 605 году, точно дата известна. Тогда правителем Ташкента стал Тудун. Это титул такой, Мгм. тюркский титул. Не Тигин, а Тудун. И они сыграли большую роль вот в взаимоотношениях с Китаем, Кангюэ этого и так далее. Мгм. Потом арабы разбили их, и пришел сюда ислам. Но тюрки-то никуда не делись, Ну да. они остались здесь, они здесь жили, а потом, когда и усиливали еще тюркское крыло здесь, особенно во времена после монголов. Монголы же под своей властью имели много тюркских племен со всего этого вот Великого Шелкового Мгм. пути. И они для усиления своей власти пересылали сюда целые, ну, будем племена, будем говорить. Вот так барласы попали сюда, предки Амира Тимура, и поселились, их поселили в Кашкадарийской области. Мгм. Сулдусы попали сюда, они дальше туда на юг, там уже Байсун и так далее. Или эти сам джилаиры, они поселились в Ташкентской области, их потомки Курама называются Мгм. сейчас. Вот. Это половина казахи, половина узбеки, да? Курама. Национальность такая есть. Правда, в последней переписи населения есть, а в предыдущей нету. Они как Мгм. будто исчезли, все стали узбеками. На самом деле Курама – это другой народ. И обычаи другие, и так далее. Еще были ясауры были. Это все тюркские племена, которые поселились здесь задолго до прихода Шейбани-хана. Мгм. И вот, а при чем здесь казахи? Согласен. Вот землетрясение 66 года, оно очень сильно такой поворотный был момент и для архитектуры Ташкента, и для в целом для людей, и для демографии. Огромный приток людей был. Вот расскажите немножечко про это время, что там происходило и как это вообще повлияло на сегодняшний вид, который мы видим в Ташкенте. Ну, видите, не само землетрясение повлияло, люди, Ну да. которые восстанавливали город. Это было героическое время. Героическое. На моих глазах все это происходило. И я Вы где были помню в до тот день? сих пор, да, книжку, которую наши ташкентские и не ташкентские, все российские журналисты составили. Она называлась «Драма и подвиг Ташкента», Мгм. например. И там, ну, по свежим следам многие авторы рассказывают о мужестве там, и так далее, и так далее. Действительно, это было время мужества, поэтому памятник у нас называют монументом Мужество. мужества, потому что многие не очень себе представляют, что такое было ташкентское землетрясение. У нас землетрясение происходит регулярно, Мгм. ташкентские регулярно. Под нами разлом в земной коре на глубине 6 километров примерно. И этот разлом вот инициирует толчки, эпицентры которого находятся прямо у нас. Мгм. И вот случилось, что такой эпицентр прямо в центре европейского города. Естественно, что очень много зданий погибло. И надо было срочно что-то делать. Но толчок-то был не один. Мгм. Их было почти 700. И на протяжении почти, всего лета многие толчки, штук 50, наверное, были 7-бальные, Мгм. 5-7-бальные, то есть очень серьезные. Люди жили в палатках, на улицах, никто ни у кого ничего не украл. Это преступность в Ташкенте чуть ли не до нуля.
уменьшилось. Это удивительно, но это Да. говорит о мужестве людей и особом их настрое. То есть ташкентцы, вот как говорится, трясемся, но не сдаемся. Это же лозунг не партия придумала, а люди прямо в этих палатках писали над своими этими жилищами. В палатках почта находилась, кафе находилось, поликлиники. В палатках. Палатки выдало государство. 16 тысяч, по-моему, палаток. Они стояли прямо на наших улицах, Военных. в центре европейского Ташкента, Мгм. потому что старый город меньше пострадал. И вообще сила землетрясения убывает пропорционально квадрату расстояния. И еще горной местности. Вот вверх идет слабее, вниз сильнее. Например, в городе Черчаке, а он выше находится Мгм. нас, это землетрясение ощущалось как обычное. А ниже значительно сильнее. Но оно тоже падало. И вот в этих условиях никто не растерялся. Ни наша администрация, которую все ругали, конечно, и говорили. Вот Саркисов, такой человек был, он строитель, Мгм. он руководил исполкомом ташкентским, он зам начальника исполкома был, а до этого главным строительным трестом Чиланзарским. Он один из главных людей, которые восстанавливали Ташкент. И он книгу свою назвал «20 лет из 20 столетий». Ну, а вообще-то город восстанавливали 4 года. Мгм. И этого было достаточно. Приехавшие помощники, их было очень много, это все были добровольцы, молодые. Они тоже жили в таких же вот стесненных условиях, им же негде было поселиться. Им поставили вагончики, и они такими конгломератами, здесь московские строители, здесь ленинградские, здесь украинские, Мгм. здесь белорусские. У них там своя жизнь происходила, и свадьбы, между прочим, тут Прям в палатках, многонациональные. да, были? Половина этих строителей осталась жить в Ташкенте. Но я говорю приблизительно, конечно, у меня Ага. статистики нет. А почему остались жить? Им тут квартиры же давали. Мгм. Они в своих родных городах еще бы 20 лет бы ждали, может быть, и не дождались. А у нас они как герои были, в первую очередь получали. И уже к концу осени уже всех, кто, ну, холодно уже становилось, уже можно было заселить куда-то. Мгм. Всех детей бесплатно отправили в лагеря и пансионаты Советского Союза на все лето, ну, Мгм. чтобы они под ногами не путались. Вот. И разбирал весь город обвалы. Это Мгм. страшное дело было, потому что когда я приехал в центр города, я на Чиланзаре жил, на 4-м Мгм. этаже, кстати говоря, в момент землетрясения. У меня все мои друзья жили там, и школа моя была там, она развалилась тоже. Мы сдавали экзамены прямо среди развалин. Вот. А я приехал, я увидел, как после войны. Стены целые лежали на улице, Мгм. упавшие наружу, да, а там народ копошится, прямо как в театре. А я еду в автобусе, только автобусы ходили, больше ничего. Трамваи и троллейбуса нет, потому что порвались провода. Вот. И сложное было время, конечно. Как раз я оканчивал школу тогда, двойной выпуск был тогда, потому что тогда десятилетка и одиннадцатилетка совпали, и Мгм. в 2 раза больше абитуриентов получилось в высшее учебное заведение. И, в общем, довольно сложно было. Но, тем не менее, все это мы пережили. Да, у вас классная есть фраза: «Спасли не инженеры, а те, кто делились лепешкой». Вот здесь вы что имели в виду? Ну, это мне трудно сказать. Да. Да. А какие вообще районы начали застраивать первыми? Ну, начали Сергели застраивать. Сергили, да? Это вот Конечно. деревянные дома, которые. Да, там щитовые дома, финские домики, так называемые, их привезли. Ну и, конечно, на разобранных площадях тоже. И Чиланзар стали расстраивать, потому что Чиланзар был совсем небольшим Мгм. на тот момент, когда случилось землетрясение. И были свободные, уже подготовленные строительные площадки. И можно было... Построили же 9 домостроительных комбинатов в Ташкенте. Мгм. Очень быстро. И щитовые дома, вот эти французской системы, они пекли как пирожки. Это которые девятиэтажки. Которые девятиэтажки, которые сбоку украшены майоликой. Да-да. Нигде больше в Союзе этого не было. Люди сегодня приезжают полюбоваться, потому что это создает особый облик города. Ну, а кроме того, надо иметь в виду, что вот эти 9 домостроительных комбинатов позволили испытывать все новые способы строительства.
во всем бывшем государстве большое строительство же Мгм. шло. Так вот, сначала все пробовали в Ташкенте, и все получалось. Потому что, ну, здесь удивительные люди работали, и архитекторы, и, ну, вот эта центральная часть, которая с часами, Мгм. это издательский дом, потом музей Ленина, бывший теперь музей истории, и вот эта часть еще дом Совмина, Кавмина теперь называется. Все это получило государственную премию уже Мгм. за как пример современной городской застройки. Государственную премию Советского Союза. Коллектив, конечно, работали коллективами все архитекторы. Но обратите внимание, те дома, которые были построены по правилам до землетрясения и до революции, они все сохранились. Кстати, до землетрясения, оказывается, были 2 или 3 многоэтажки около Всего 2 которые было устояли. девятиэтажных дома, 2 девятиэтажных дома, они щитовые были, то есть, ну, они имели бетонное перекрытие Это по где они краям. находились? Они стоят до сих пор, и люди там живут. А это какой Один район? это дом, где долгий, а сейчас, по-моему, тоже опять находится касса Аэрофлота, в начале улицы Шато-Руставели, Мгм. на Саперной площади. А второй в конце, там, где улица Мукими втекает в Шото-Руставели, там тоже девятиэтажка такая, Мгм. там ресторан «Диларом» когда-то был. Мгм. Не «Диларом», Какой-то был Дильбар, ресторан, я да, сейчас помню, нету, да. там банк какой-то. Ага. Но дом-то сам девятиэтажный стоит. Вот Блин. это 2 единственных девятиэтажных дома. А здание ЦК Компартии Узбекистана, оно было в 1964 году построено. Мгм. И ни одной трещинки не дало. Это теперь где аппарат президента на берегу Анхора. А панорамный кинотеатр. Сегодня немецкие архитекторы приезжают и вот буквально с этими с измерительными приборами мерят, как построен вот этот вот дворец Новоион, сейчас называется, наш панорамный кинотеатр. Потому что он в 1964 году построен, Мгм. гигантское же здание. Оно все железобетонное. И оно не потерпело никакого урона, потому что правильно построено. А наши архитекторы еще до революции выработали антисейсмические правила для Туркестана. Мгм. Особое правило, потому что здесь было землетрясение очень сильное в начале века, в Андижане. Уже в Андижане был русский город, то есть были построены по европейским стандартам здания, ну и даже многоэтажные несколько, там 2-3 этажа. И Вильгельм Гейнцельман с бригадой архитекторов из Ташкента ездил туда мерить трещины, как это все происходило для того, чтобы выработать антисейсмические условия. И они были выработаны, и по ним строили. И вот поэтому эти здания мы сегодня показываем как памятники архитектуры. Они стоят же, ничего с ними не случилось. А какая вообще атмосфера была в городе? Люди Атмосфера... боялись или Нет, люди, вот в наоборот, вот отношении боялись я не могу сказать. Может, кто-то и очень боялся, не Мгм. знаю. Кто боялся, тот уехал. Потом, Мгм. правда, они вернулись. А вот наоборот, настрой был такой, значит, дескать, ну, мы им еще покажем. Мгм. Вот так вот. Ну, я же говорю, трясемся, но не сдаемся. Вот это девиз, который тогда витал над всеми. И, ну, как-то он сплотил людей, что ли, Мгм. я бы сказал так. У вас в книге есть интересный персонаж, так сказать, архитектор Красильников, и который сам жил в доме, который он построил. И у него была там история о том, что он ушел с работы или с какого-то проекта, потому что ему не дали построить балконы так, как он задумывал. И поэтому он отказался вообще работать там. Ну, это, вы знаете, человеческие судьбы были разные, и люди разные. И естественно, что было много всяких историй, вообще связанных с землетрясением, о том, как собака ребенка вынесла, почувствовал какие-то там дрожания почвы, я не знаю, прямо, и дом обвалился. Мгм. Очень многие дома были каркасные у нас, они были сделаны из глины и из реек. И особенно много таких домов было в центре, потому что их строили без всякого порядка во время войны. Не хватало жилья никакого. Мгм. Люди жили, я же говорю, буквально как будто вот как в Гарлеме из картонных коробок дом пытались строить. Ну, потому что как-то надо было какую-нибудь крышу над головой. 1 000 000 человек приехал в Ташкент. Куда его поселить? Вот. И эти дома потом они остались, конечно. И вот они-то
прежде всего и повалились. Но говорят, ну, я не знаю, подсчет дает 30 тысяч зданий мы Мгм. потеряли во время землетрясения. И это был не старый город, это Мгм. был европейский город. 30 тысяч. А из них примерно 1000 было общественные здания, ну, где всякие организации были, остальные жилые. Это значит, что все было одноэтажка, и Мгм. все это было очень плохо построено, в спехе, Мгм. я бы сказал. Наверное, будем финалиться потихонечку. У Ну, вас если вам так нужно, пожалуйста. Вы сказали, это город не тот, в который возвращается, а тот, с которого невозможно уехать. Вот Ну, это правильно. вот сейчас Ташкент для вас, он Он реально таким и такой? остался. Конечно, он таким и А остался. какое самое теплое место вот для вас и для души? Вот куда сходить, и Не точно знаю. можно почувствовать вот Мне эту трудно атмосферу сказать. Я Ташкента? везде чувствую атмосферу Ташкента, где бы я только не был. Ну, Урда, конечно. Урда? А почему Урда? Ну, не знаю, это место такое, оно сохранило вкус того времени еще. А Вот, где именно ну, там? это мост, Урдинский мост Ага. и здание. Одно из них, как говорят, даже на бутылке столичной водки изображалось, с башенкой с левой стороны здания. Первый номер улицы Наваи. А, кстати, четырехэтажка с правой стороны, она потерпела очень серьезный урон. Плохо был построен последний этаж, он развалился, и там люди погибли во Мгм. время землетрясения. Всего развалилось 2 крупных здания таких вот. Ну, вот прежде всего вот этот вот, ну, на улице Наваи, там сейчас платная поликлиника, что ли, и так далее, вот это вот здание. Оно опять достроено, последний этаж. А другое это был перегородка в Доме профсоюзов, около театра Наваи, где цветы Ташкента. Вот. Там недостроенная была вот эта перегородка многоэтажная между одним корпусом и вторым. Мгм. Она вся упала, но там людей не было. Это же еще была стройка. Мгм. Так что вот это касается количества погибших. Их было в действительности порядка 100 человек. Мгм. Но потом очень многие от сердечных там, заболеваний на протяжении этих полугода. Вот. И так что этот счет, конечно, тот, который дали в прессу, он не соответствует действительности. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали. Ну, Очень было увлекательно и интересно. Я надеюсь, что вы будете больше давать интервью и рассказывать, потому что это действительно, я думаю, что каждый ташкентец должен понимать и знать свою историю и как это было, потому что это увлекательно, как по мне. ну, спасибо за такие слова, что некоторые из моих рассказов увлекли вас. И, надеюсь, и те, кто услышит, увидит это интервью. Я всем советую больше внимания уделять нашему прошлому города, потому что если мы этого делать не будем, мы вообще потеряем вид, потеряем признак Ташкента. Ташкент имел своеобразие большое, а он все больше и больше в результате неконтролируемого строительства высотного теряет свой шарм, превращается в рядовой город Запада. Мгм. Вот когда смотришь с высоты полета на какой-нибудь Нью-Йорк или Сингапур или Лос-Анджелес, они все одинаковые. Согласен с Вот вами. таким примерно городом может стать и Ташкент, а этого бы не хотелось. Он должен иметь свое лицо. Он всегда имел свое лицо. И сейчас он имеет, но это лицо иногда бывает подпорчено болезнью вот этой строительной. Я думаю, это урегулируется, потому что наше государство принимает меры для того, чтобы упорядочить вот это строительство, строится новый Ташкент, вот этот вдали от Мгм. центра, потому что центральную часть города надо сохранять. Сохранять, да. Спасибо большое еще раз. Друзья, лайкайте, комментируйте, рассказывайте про Ташкент, может быть, про свои воспоминания, про какой-то Ташкент. Будем рады вам. Спасибо.